Дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить о предсказании будущего. Вас удивляет эта тема, но на самом деле наш мозг работает со взглядом в будущее. И как раз такой термин, как nexting, то есть следующее, это то же самое, как texting. Например, когда мы пишем тексты, посылаем сообщения, собственно говоря, наш мозг работает вот с такими сообщениями в будущее. И почему это происходит, я вам объясню. Но сразу же предлагаю вам задуматься над очень интересным фактом. Например, если происходит зачатие, оно происходит благодаря слиянию двух клеток. Женской половой клетки и мужской половой клетки, яйцеклетка и сперматозоид. Они имеют половинный набор информации в своих генах и хромосомах. И дальше мы получаем уже полный набор генной информации. И что происходит дальше с этой клеточки, оплодотворенной яйцеклетки? Развивается эмбрион, а дальше плод, а дальше рождается ребенок, и у ребенка уже продолжается фактически развитие всех программ, которые заложены в нем, как и в человеке в целом. Ведь у нас есть ряд программ автоматических. Например, никто из нас не думает о том, как нужно дышать, когда нужно дышать. Мы дышим автоматически. У нас бьется сердце автоматически, и большинство процессов у нас проходит как раз автоматически. И система размножения, полового развития у нас включается автоматически. Так кто же вложил эту программу? Почему мы можем назвать себя автоматическими существами? Конечно же, мы умеем думать, мы умеем фантазировать, прогнозировать, мы мечтаем, мы хотим достичь чего-то в жизни. Тем не менее, большинство наших программ, которые есть в нашем организме, даны нам откуда-то свыше. Как хотите это называйте, вы можете называть это эволюцией, можете называть это природой, Всевышним разумом, Богом и так далее. Неважно. Важен тот факт, что у нас практически каждая клетка в организме имеет программу саморазвития, также программу гибели и самоуничтожения. И поэтому наш организм в целом тоже доходит до определенного момента, когда он не может существовать, поэтому мы умираем. А значит, что следующее? Nexting. Почему это есть и как мы должны использовать вот это наше свойство, иметь взгляд в будущее, иметь программу на будущее в нашей повседневной жизни, чтобы не делать ошибок, а сделать эту жизнь полноценной и, скажем, интересной и без страхов, без всяких страхов и взглядов на будущее. Впервые слово "nexting" использовал Даниэл Гилберт. Это автор бестселлера "Stumbling on Happiness". Очень интересная книга, где, собственно говоря, он анализирует работу центральной нервной системы, а также процесса мышления. И в определении человека он сказал, что человек – это единственное животное, которое думает о будущем. Потому что животные не думают о будущем, хотя у них процесс, как бы взгляд в будущее существует, вот этот nexting, потому что у них есть программы, заложенные в них. То есть если животное становится голодным, он начинает искать пищу, потому что сигналы из голодного желудка идут в мозг, и фактически для того, чтобы выжить, животное начинает искать пищу. Если, скажем, холодно, животное старается укрыться, найти какое-то убежище. Также есть программа размножения, поэтому есть брачные сезоны и так далее. Но я не буду говорить о животном, потому что все-таки мы, люди, как бы считаемся высшими существами в животном мире, потому что мы умеем думать, мы умеем использовать слова, мы также заглядываем в прошлое, мы довольно часто копаемся в этом прошлом. И фактически на копании в прошлом и также на желаниях что-то иметь в будущем, то есть на наших мечтах, мы принимаем решения в настоящем, которые могут менять нашу жизнь как в лучшую сторону, так и в худшую. Но, собственно говоря, важно понимать, что все-таки мы должны быть благодарны Вселенной, природе, Богу, Всевышнему разуму за то, что она обеспечит нам выживание
даже не вынуждая нас задуматься о том, как правильно должен работать организм, когда должна включиться программа размножения, как наша система должна среагировать, например, на какие-то инфекции, вирусы или бактерии, потому что все это автоматически. И у нас многие процессы как раз настроены на следующий этап. Ведь никто не говорит маленькому эмбриону, через какие стадии развития он должен проходить, потому что это заложено в его программе, в программе любого человека. И если эта программа сбивается, что-то идет не так, то, естественно, такой эмбрион гибнет, и мы не получаем ребенка. Если, скажем, уже мы люди, вдруг сталкиваемся с какими-то инфекциями, иммунная система имеет свою программу, причем есть несколько различных уровней защитной функции нашего организма. И оказывается, что есть даже определенная память на различные инфекционные внедрители. Таким образом, мы не говорим своей системе, давай включай защиту. Разве ты не знаешь, что нужно делать? Потому что иммунная система знает, что нужно делать. А откуда у нее такие знания? Опять же, это все запрограммировано. Поэтому мы можем с легкостью сказать, что наш организм знает, что он делает. И он запрограммирован на жизнь. Именно на жизнь, а не на что-то другое. Поэтому, как бы мы ни рядили своему организму, нужно понимать, что он довольно стойкий. И наше тело работает независимо от нас автоматически. И если мы начинаем вредить этому телу, мы фактически убиваем в нем собственную жизнь, мы убиваем себя. И это важно тоже понимать. Но продолжим наше путешествие в это понятие nexting. Мы единственные в животном мире, кто фактически может фантазировать, представлять нереальные объекты, нереальные субъекты и фактически рисовать картину будущего такую, какую нам хочется рисовать. И поэтому существует в нашей жизни и различные истории фантазии, и даже фильмы с героями, которых нет на самом деле, они не существуют. Иногда кто-то манипулирует этим и говорит, что это якобы параллельные миры, что мы получаем эти знания из других цивилизаций или, скажем, прошлого человечества, а возможно это будущее человечества. Ну, на самом деле никто об этом не знает, но в то же время именно человек может создавать какие-то образы из различных элементов. И благодаря как раз этому мы можем думать о будущем и представлять себе какие-то картинки. Например, мы можем представить, что мы поехали в горы отдыхать, и уже в голове у нас вырисовываются эти горы. И у каждого человека это будет совершенно другой пейзаж. Кто-то любит высокие горы, скалистые, кто-то любит не слишком высокие, кто-то любит кататься на лыжах, а кто-то просто прогуливаться и смотреть на красоту природы. Также мы по-разному представляем море, океан, хотя мы практически знаем, что это такое, потому что многие были на море, многие были на океане, на пляжах, фактически даже плавали. Тем не менее, у нас совершенно разные представления того идеального мира, который бы мы хотели иметь вокруг себя. И даже когда мы планируем наше путешествие куда-то, отдых, мы ведь надеемся только на хорошее. Мы не планируем что-то плохое. Мы фактически хотим, чтобы в этом будущем было все прекрасно именно так, как мы этого хотим. Я уверена, что никто из нас не планирует что-то плохое. Тем не менее, многие люди боятся плохого. Многие люди живут в страхах и поэтому не видят будущего, но живут в страхах и вот этих нереальных картинах, например, уничтожение мира, нереальных картинах каких-то землетрясений, катаклизмов природы. И фактически они живут этими страхами, что, в принципе, может случиться в их жизни. То есть они как бы притягивают эти негативные мысли. С другой стороны, мы живем на планете Земля, где всегда происходят какие-то изменения, в том числе в самой природе. Происходит и землетрясения, и цунами, и что только не хочешь. Но опять же, мы не должны думать только об этом, потому что иначе тогда нет смысла жизни. Если мы думаем только о смерти, о гибели, собственной гибели или гибели своих близких, то, в принципе, а в чем смысл жизни тогда? Тогда, получается, не имеет смысла вообще думать и мечтать, а просто нужно заглушить вот это, негативные вот эти мысли и перестать планировать будущее. Но если мы перестаем планировать будущее, мы идем
противоречие с нашим мозгом, который запланирован на планирование будущего и реализацию собственных программ. И это важно понимать. Если говорить о том, как работает наш мозг, то он делает прогнозы в самом ближайшем будущем. И обычно мы даже не планируем в своей жизни что-то такое большое, не предсказываем ничего такого на протяжении длительного периода времени. Только единичные люди, которые зациклены на страхах, могут верить каким-то предсказаниям, что вот у них в жизни так получится, и потом говорит, вот мне гадалка когда-то что-то говорила. Но это тоже программирование, это вера в то, что говорила гадалка. И фактически программирование всего мозга работать на предсказания гадалки. Но наш мозг, он нам предсказывает то, что вот на ближайшее время. Даже если говорить о вещих снах, которые сейчас изучают многие ученые, они считают, что все-таки некоторые виды снов, вещи сны, они могут быть правдивыми. То есть они могут в какой-то степени предсказывать наше будущее. Но оказывается, в вещих снах используются картинки прошлого, то есть те имиджи, те скажем, фотографии, можно их назвать картинки, да, которые уже были в прошлом, и это как бы нам послание к тому, что может ожидать в будущем. Опять же, когда я разговаривала со многими ясновидящими людьми, они мне сказали, что они не видят это будущее в виде какого-то фильма, то есть пройдя через 2 часа, и потом увидеть финал этого фильма. Обычно, если не получают какие сигналы, то это тоже сигналы в картинках, и они должны разобраться, что эти картинки значат. И вот представьте себе, что вы берете фильм, вы разрезаете его на 1000 кадров, вы начинаете перемешивать, и вдруг вы показываете эти кадры кому-то или даже себе. Знаете ли вы, какой будет конец этого фильма? Конечно же нет. Это всего лишь картинки, кадры. Вы можете иметь представление, о чем идет фильм, ну, так скажем, поверхностно. Вы можете посмотреть, что в фильме есть драматические моменты через драматические кадры, а есть счастливые моменты, но вы понятия не имеете о том, как закончится этот фильм. Поэтому наш мозг именно так и работает. И опять же, нет ни одного финансового специалиста или политика, которые бы предсказали с точностью, с такой гарантией, что именно так и случится с уровнем, например, инфляции. Или даже я слышала такие шутки, что те, которые работают на Уолл-стрит, они на самом деле не богатые люди, они не смогли предсказать свое богатство. Но пока что еще ни один социолог, ни один политик, ни один вообще человек не предсказал трудные времена, скажем, трудные периоды в жизни определенных стран. Например, та же депрессия в США в 20-е 30-е годы. Никто не предсказал войны, хотя мы можем условно предсказывать, потому что если мы анализируем нагнетающую обстановку или, скажем, падение экономики, мы можем частично прогнозировать, а что будет дальше. Опять же, это не будет никогда точный прогноз. Так вот, возвращаясь к нашему мозгу, его не интересует будущее далекое, через 20, 30, 40 лет. Наше тело должно работать сегодня и в ближайшем будущем, поэтому все процессы настроены как раз на ближайшее будущее. И мы имеем многие процессы автоматизированные даже, скажем, предсказаний будущего. Например, утром вы встаете, вы чистите зубы, вы завтракаете, собираетесь, садитесь за руль, едете куда. И вдруг вы осознаете, что в какое-то время, в какой-то момент вы оказались там на перекрестке, и вы вспоминаете, стоп, как я сюда добрался? Я ехал как словно меня не было за рулем. Вот сколько было у вас таких вот моментов, когда вы оказывались через какое-то время в каком-то пункте, и вдруг вы осознавали, что вы как бы отключились, и вдруг вы здесь. А при этом вы функционировали, вы вели, например, автомобиль, или вы сидели в автобусе, и вы видели происходящее вокруг, но в то же время вы ехали или продвигались как будто бы на автомате. Собственно говоря, в этом и заключается умение мозга приспосабливаться и создавать вот эти кратковременные программы Nexting. Что следующее? Значит, если вы встали утром, вам нужно сходить в туалет, вам нужно выпить кофе, вам нужно собраться, вам нужно пойти на остановку или сесть за руль автомобиля. Вот это Nexting вы делаете очень часто автоматически. И в этом прелесть всего того, что даже наш мозг подстраивается под ваши привычные дела, то есть ваши привычные движения,
и помогает вам существовать без лишнего, как говорится, мышления, а что я должен сделать дальше, а какую пасту я зубную должен использовать, а что дальше после пасты. Это значит, что это даже не привычка, это не инстинкты, это, собственно говоря, работа мозга, позволять вам делать следующие шаги, которые уже вошли в программу вашего существования. И что самое интересное, что как раз прогнозирование, взгляд в будущее основан не на чем-то таком, что мы никогда не испытывали и ни с чем не сталкивались, а именно на наших знаниях и опыте увиденного, услышанного, то, что мы чувствуем, то, что мы понимаем. Я объясню, почему это. Ведь для того, чтобы воспринимать окружающий мир, мы должны получать сигналы через наши сенсорные системы, через наши органы. И это и звуки, и запахи, и это движение, и также это фактически наши эмоции, наши вот эти чувства, которые возникают при взгляде, при ощущениях чего-то, при том, что мы испытываем. Поэтому это комплексный ответ нашего тела на то, что нам нравится или то, что нам не нравится. А значит, если мы планируем будущее, мы себе представляем именно то, что мы хотим получить. И, как я сказала раньше, практически, если мы начинаем планировать слишком все негативно, драматически и катастрофически, то, в принципе, это происходит через то, что у нас есть страх и негативные чувства. Опять же, это не совсем правильное программирование своего будущего. В то же время, если мы хотим чего-то хорошего, если мы добиваемся какого-то успеха, то ясно, что это сопровождается тем, что мы хотим получить положительные эмоции, положительные чувства, получить удовлетворение. И в этом как раз суть того, что мы не просто предсказываем свое будущее, планируем свое будущее, каким мы его видим. Мы хотим это ощущать, мы хотим это трогать, мы хотим это вдыхать, мы хотим это пробовать на вкус. Все, что мы фактически хотим, мы уже испытывали, потому что мы знаем уже этот вкус, мы уже имели опыт счастья или несчастья, мы уже имели вкус, скажем, яблока. Мы ведь никогда не планируем, что мы хотим получить какой-то фрукт, который мы никогда в жизни не видели, никогда не пробовали, потому что на самом деле, когда мы получим этот фрукт, и он окажется у нас в руках, мы побоимся его кушать, потому что мы не знаем, что это и зачем это, и вообще, что это за такое у нас в руках. Значит, важно понимать, что как раз прогнозирование и все вот эти шаги в ближайшее будущее и даже в далекое будущее, они основаны на том, о чем мы уже знаем. Они основаны на нашем опыте и знаниях с прошлого. А значит, если мы будем вытягивать из прошлого только плохое, то фактически мы будем получать в дальнейшем только плохое, потому что мы пользуемся ложными представлениями или, скажем, негативными представлениями о будущем. Чтобы будущее было светлое, радостное, хорошее, доброе, мы должны научиться помогать своему мозгу работать согласно его программе. Взгляд в будущее – это обеспечение жизни в первую очередь. А обеспечение жизни – это обеспечение вас едой и обеспечение убежищем, чтобы вы могли жить. Ваш мозг не хочет, чтобы потерялось тело. Ваш мозг хочет обеспечить вашу жизнь. И это важно понимать. Конечно же, нельзя играться в героев, что типа вы исключение, и когда есть чувство опасности, вы будете игнорировать этой опасностью. Нужно в первую очередь беречь свое тело и беречь свой мозг. И, собственно говоря, идти без противоречий с программой вот этой Nexting, что следующее, поможет вам в том, что вы достигнете своего будущего, именно запланированного будущего, намного быстрее и эффективнее, и будете испытывать вот эти все приятные чувства, которые предвкушали испытать. Потому что какой же тогда смысл жизни, если вам не хочется получать от нее удовольствие? А значит, учитесь получать удовольствие, получать
вот эти приятные ощущения и благодарить, не зная кого хотите, того благодарите, там, скажем, Бога, или природу, или Всевышний разум, биоэнергетическое поле и так далее, во что вы верите. Но благодарите за то, что у вас практически все программы на автоматизме, и вам не нужно думать о том, как эти программы будут работать, осуществляться, как их нужно чистить, что-то там поправлять и так далее, потому что пока вы живы, это значит говорит о том, что ваша программа работает нормально. Так что приятного вам существования и, как говорится, дороги следующие, next in.